Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о аромате от марки Faberlic Best Brows One Way. Это один из двух ароматов в линейке. Вот этот аромат имеет такую красную отметку с надписью One Way. Второй аромат имеет отметку синего цвета и надпись там Game Day. Вот. Данный аромат многие относят к категории унисекс. Второй аромат, который Game Way называется, Game Day, он считается более мужским ароматом, то есть чисто мужским. Я его не нюхала, поэтому не могу сказать, как бы я его оценила, но вот говорю то, что слышала от других пользователей. Итак, мы поговорим о нотах аромата, заявленных производителем, и о том, как я его ощущаю, а также о том, какие есть аналоги, или же наоборот, на какой аромат аналогом является наш сегодняшний герой. Итак, начнем. Ноты аромата. В верхних нотах заявлено кардамон и бергамот, в средних корица, черный чай, гвоздика, в базе молоко, табак, бобы тонко, ваниль и мускус, насколько я помню. Так, давайте откроем коробку. Вот так выглядит внутри коробка. Ну, такая простая, абсолютно. Ну, такая вроде как и стильная, но в то же время недорого она смотрится. Ну, для меня обычно важна не коробка, а содержимое. Итак, вот такая бутылочка. Она такая немного плоская. И еще так изогнута. Ну, как фляга, да, похожа по форме на флягу для алкоголя. То есть, ну, такой мужской вариант оформления. Ну, аромат действительно, получается, он у нас как бы цитрусово-табачно-сладкий, если так по-простому его описывать, да, вот по нотам, то в верхах это цитрусы, должны быть какие-то свежести в верхах должна быть, потом это у нас будет такая чайно-коричная тема в средних нотах, и в базе такие табачно-сладкие ноты, там бобы тонко, табак, ваниль, то есть я сейчас брызну себе на руку. Еще раз обновлю. Я сегодня уже брызгала и уже разнашивала этот аромат. Этот экземпляр мой муж себе купил, так как ему понравилось звучание аромата, и он хотел что-то себе из таких современных ароматов. Ну, он действительно звучит современно. В верхних нотах, да, действительно есть такая свежинка цитрусовая. Да, вот это я сейчас ощущаю. Пока еще звучат верхние ноты у меня на руке. Но что я могу сказать? Я могу сказать о том, что в этом аромате действительно, да, есть и вот эта вишневая косточка, как многие пользователи отметили. Также в базе он действительно такой сладковатый, но база, она уже почти такая очень тихая, близкая к коже. Ее ощутить довольно сложно. Но на одежде аромат держится лучше, чем на коже, что я могу сказать. Когда я наносила на себя, то однозначно на одежде он до 2 суток держится, на коже он держится, ну, я не скажу, что очень хорошо, но несколько часов, полдня, я думаю, продержится. Вот, сейчас он начал немножко уже раскрываться в более сладкую сторону. Как мне кажется, уже в средних нотах я ощущаю такую легкую табачность. И вот эту вишневую косточку ощущаю, и сладость уже в средних нотах. Хотя до базы еще далеко, но я уже это начинаю ощущать. И мне нравится, как он звучит. Теперь давайте разберемся, на что похож этот аромат, с какими ароматами он имеет сходство. Я для чего это все рассказываю? Для того, чтобы вам было проще понять. Возможно, вы знаете какой-то из тех ароматов, о которых я буду говорить, и вам так будет легче понять, что собой представляет вот этот парфюм. Поэтому я всегда об этом говорю, я всегда стараюсь понять, для меня это важно, понять, на какие ароматы похож тот или иной парфюм, и для того, чтобы просто иметь представление об основных нотах, о том направлении, к которому относится аромат.
потому что ну, нюансы могут, конечно, не совпадать в ароматах похожих, но какое-то общее представление вы будете все-таки иметь, если вы ну, пробовали и обоняли какой-то из похожих на него представителей. Вот, поэтому я вот подобрала то, что я считаю сходным. Это Фрэнк Бакле Табакко, это Виктория Рольф Spice Bomb, и еще в этом направлении у нас Кристиан Диор, Dior Intense, Dior Homme Intense. И дело вот в чем. Значит, Фрэнк Бакле Табакко. Этот аромат я считаю наиболее сходным с Best Bro, так как тут те же самые специи, вишневая косточка и что еще тут? И табачность. То есть сочетание вот этой сладости с табачностью здесь примерно то же самое. Вот эта пропорция, да, насколько он табачный, насколько он в то же время вишнево-сладкий. Пропорция та же самая. Просто в Фрэнк Бакле там немножко такая более остренькая нота, где-то вот вверху ощущается, да, вот если так представить. Вот где-то наверху восприятия этого аромата ощущается такая остренькая, какая-то такая вот провокационная, ну, где-то у меня в голове, да, звучит. Вот она какая-то такая вот, добавляет изюминку в этот аромат. Какая-то остринка такая присутствует. Ну, видимо, какая-то тоже специя такая вот. Она свежеостренькая. И вот она добавляет немножко остринку. А в этом парфюме здесь как бы он более такой сглаженный, более такой округлый. Ну, он просто сладко-табачный, вишнево-табачный. Но в нем этой остринки нет, он более округлый. Поэтому, ну, в принципе, они вот для меня наиболее похожи. И вот этот Best Bros стал для меня как бы заменой Фрэнка Бакле, так как сейчас я не могу его купить. Во-первых, ничего не могу заказать сейчас по интернету. И я уже, в принципе, заказывала от Леванты на него, но он оказался не таким, как первоначальный этот вот пробник. Поэтому не могу я никак себе купить этот Фрэнк Бакле, а он мне очень нравится, и мне очень хотелось что-то похожее. И вот Best Bro, он стал для меня таким вот заменителем. Я даже не думала, но когда посмотрела отзывы, конечно, в интернете, когда мы собирались мужу вот этот вот покупать, он сказал, что там ему кто-то посоветовал, в общем, представители Фаберлик, кто пользовался уже этим ароматом. И я посмотрела отзывы, и каково же было мое удивление, когда я увидела, что его сравнивают с Табак Ваниль Тома Форда, а я знаю, что это то же самое направление, что Фрэнк Бакле. И я решила, что мы должны выбрать именно этот аромат из двух представленных в серии, потому что его и я смогу носить, как бы будет и в мою коллекцию прибавка, ну и для мужа тоже, он, в принципе, тоже одобрил этот запах для покупки. Вот, поэтому для меня это бюджетная замена, ну, какая-никакая, да, хотя, ну, понятно, что всего богатства нот, там, стойкости и прочего здесь не совсем все так, но это близко, как бы я могу сказать, что меня порадовало то, что я получила аромат в том же направлении, с теми же нотами, ну, чуть-чуть отличающийся по раскрытию, но это уже нюансы, как бы, а в общем и целом это для меня замена, я могу сказать. На данный момент, вот когда я не могу что-то другое, более желаемое, да, скажем, получить. Но сейчас это замена, и я очень довольна. Виктор и Рольф Spice Bomb, он тоже в этом направлении, тоже тут специи, тоже их много. Но в чем тут разница? Ну, Spice Bomb, он более такой, тут больше черного перца или смесь перцев, он такой более горьковатый все-таки. В нем такие влажные специи. Вот этот перец, он какой-то влажный для меня. Ну да, все-таки он более мужской. Как бы на унисекс больше тянут вот эти ароматы. А Spice Bomb больше все-таки как на мужской, потому что в нем больше таких горьковатых специй. Ну, в частности, перец. Там, мне кажется, перцев тут побольше.
Ну, тоже он в этом направлении. Тоже как бы, если вам нравится Spice Bomb, то, возможно, вам понравится и это, так как что-то... Ну, тут просто более сладкий запах, здесь более, понятно, что более в мужскую сторону. Ну, а Dior Homme Intense, тут как бы такая история, тут еще более такой вот он уходит в свежесть. Тут больше такая какая-то зеленая трава, смешанная тоже с такой папиросной бумагой или намокшая пачка от сигарет, набитая травой. Вот что-то такое я представила. Вот какое-то сочетание табачности с зеленой свежестью. То есть тут специи такие вообще более зеленые, более такие тоже влажные, свежие. В общем, тут вот эта травяная и природная свежесть больше представлена. Эти ароматы все-таки более такие, ну, скажем, пряные, да, тут больше вот пряности. А в этом аромате больше свежести, и он немножко так в раскрытии становится таким цветочным и более каким-то тоже более женственным он становится, я бы сказала. Где-то в середине и в базе он более женственный, но в нем нет этой вот вишневой косточки, в нем я не слышу здесь никакой вишни вообще, он просто такой свежеспециевый, поэтому вот то, что я считаю больше всего похожим, и это уже более отдаленно, это совсем как бы так подальше вообще будет, как-то так. Ну, я надеюсь, что я хорошо описала этот запах. Надеюсь, что кому-то пригодится мой обзор. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока-пока.